Привет, мои дорогие! Я хочу посмотреть для вас такую тему, кем вы были в прошлых жизнях. На картах Таро, и это 78 дверей. Я сейчас одну минутку возьму, чтобы объяснить вам, почему именно эта колода. Потому что в этой колоде туз идет в обратную сторону. У Райдер-Вейт, на той колоде, на которой основаны все другие, шут только рождается. Это рождение человека, и когда начинается жизнь, и гороскоп идет, да? То есть слева направо идет вначале, как бы отталкивается от своего солнечного знака или знака асцендента, и идет в начале к 4-му дому, потом поднимается вверх, и вот такой цикл жизни. Но в 78 дверей шут идет в обратную сторону, то есть это реинкарнация. Поэтому все колоды, где шут идет в обратную сторону, они как бы в кавычках не совсем правильные направления шута. И я эти колоды люблю использовать для того, чтобы посмотреть, кем вы были в прошлых жизнях. Вот этот шут, это вы, сигнификатор, я посмотрю для вас. Очень рекомендую такие расклады, потому что это такая регрессивная терапия, потому что мы должны взаимодействовать в жизни, но часто мы не взаимодействуем, а реагируем на людей, на обстоятельства. Но мы думаем, что это мы реагируем. На самом деле нет. Это мы так себя чувствовали в прошлых жизнях и несем на себе вот эту так называемую, опять же, карму в кавычках, то есть отпечаток прошлых жизней. Вот, поэтому давайте так, чтобы... Если вы хотите выбрать, но можно 2 человек посмотреть. В прошлых жизнях вы воплощались много раз, и душа, она перевоплощается, да, поэтому там 1000 жизней может быть, но мы посмотрим 2. Первую, вторую можете смотреть, загадать себе. Первую, вторую, но я советую 2 посмотреть. Кем вы были в прошлых жизнях 2 раза, когда вот прошлые разы приходили на Землю, и как это отразилось на вас, на вашем характере. Потому что, когда мы делаем такую терапию, мы избавляемся от этого налета прошлой кармы и от влияния предков. Любое влияние предков, оно не должно быть сильное, позитивное или негативное. Мы должны жить своей жизнью, а не жизнью предков. Ну так вот, доверьтесь, все будет правильно, все будет хорошо, и вы точно услышите то, что вам поможет. Не то, что нужно услышать, а то, что поможет только, да. Это вы. Сюда можно войти в эту карту и получить мудрость от расклада. Это вы. Человек спрашивающий, вопрошающий. А я спрошу первый расклад, кем вы были в прошлых жизнях. Я буду брать много карт, пока не выйдет старший аркан. Потому что старший аркан нам показывает именно кем вы были в прошлых жизнях. А младший объясняет бытовые ситуации, как и что, и детали дает. Да? Поэтому вот так. Я подснимаю от себя, потому что буду для вас раскладывать. Итак, я беру карты, пока не выйдет первый старший аркан. И вот эта карта покажет, кем вы были в прошлых жизнях. Ну, а карты младшего аркана, они дадут рекомендации. Смотрите, может, вы себя ведете так. Вот 5 пентаклей. Вы чувствуете себя как жертву. Вас обижают, вами пользуются. Вы часто огорчаетесь и печалитесь. Если это ваша ситуация, смотрим дальше. Это туз жезлов. Но это хорошая карта. Вам следует как бы попробовать перейти из жертвы в человека, который просто повелевает нужным дверям открыться в вашей жизни. Продолжаем, пока не найдем старший аркан. Вас в этой жизни ждет рыцарь жезлов. Рыцарь – это перемены, это хорошие новости. И они связаны с тем, что вы вернете свою энергию. Вы вернете свою энергию, которую вы потеряли из-за других людей. 7 чаш. Уйдут иллюзии, уйдет налет какой-то неуверенности в себе. Уйдут тоже какие-то раны, которые чужие люди, другие люди на вас внушили какую-то неправильную мыслекрутку. Это паж. Пажи – это всегда поиск решения, это хлопоты, заботы. И вы найдете, вы будете искать, потому что рыцарь уже выходил вот здесь, и паж. Рыцарь – это уже когда нашли, это уже перемены, это уже новости, а паж – это поиск. Вы будете искать свою энергию
обе карты жезловые. И вы восполните свою энергию, вы получите назад свою силу. Семерка меча. Здесь вот вся эта боль, все эти обиды, они связаны с тем, что предки давят на вас, и то, что даже в этой жизни было, не дает вам покоя, поскольку это не ваш груз, это груз предков. Груз, боль, печаль. Если у вас нет компаньона, мужа, партнера, вот будет очень-очень человек вам подходящий, вам будет с ним по пути. Я ищу просто, жду, пока я беру одну за другой карту, и жду, пока будет старший аркан, он покажет, кем вы были. А это просто детали объясняет. Восьмерка чаш, смотрите, какие двери откроются, к новым свершениям. Вам должно повезти, после этого расклада. Ну вот, первый старший аркан вышел, и это очень хорошая карта, это карта мир. Вот это вы, спрашивающий, кем я была, был, неважно какого пола и какого возраста, просто кем тот, кто меня смотрит, был в прошлой жизни. Карта мир. Вы знаете, карта мир говорит, что в прошлой жизни вы, во-первых, были сильный человек. Вы даже могли быть талантливы в какой-то области, вы могли быть высокопоставлены, вы могли обладать какими-то особыми талантами. А ведь карта мир говорит о том, что вам принадлежал какой-то мир. И там у Райдер-Вейт, там все знаки зодиака, все стихии указаны на карте мир. То есть или у вас были земли свои, или вы были помещиком, или вы даже были королем-царем. Знаете, княжества такие были маленькие когда-то раньше. Вам принадлежал весь мир. У вас был свой мир, у вас была своя земля, у вас был свой дом большой, и даже, может, имение. То есть это какой-то мир вам принадлежал, даже с какими-то работниками, с какими-то людьми. То есть вы были человеком не просто зажиточным, а человеком, который защищает других. Да? Вот как какой-то князь, может быть. То есть те люди, которые принадлежали к вашему княжеству, вы их даже защищали. А теперь вот эти карты, все, которые вышли до карты мир, я их еще раз буду смотреть. И смотрите, в прошлой жизни, вот это вы из прошлой жизни говорите себе, не бойся, у тебя будет все хорошо, ты найдешь себя. Опять это человек из карты мира, это ваш предок, да, кем вы были в прошлой жизни, говорит, не думай, что это иллюзии. Если ты чего-то хочешь, ты обязательно добьешься. Не пугайся того, что не получилось, не пугайся тех, кто тебя хотят запугать. Эти люди тебе завидуют. Понимаете, тот, кто хочет вас запугать, он знает, что вы сильный. Он верит в вас больше, чем вы сами верите в себя. Что он вас боится сам. И нужная дверь у вас откроется. Теперь этот предок будет вам помогать, защищать вас. Уйдут страхи, уйдет боль. И вы найдете то, что ищете. Может, в профессии, может, в семье, может, в финансах. Вы сами знаете, что вы ищете, вы это найдете. Будут перемены. И вы перестанете ругать себя за какие-то ошибки, вы перестанете себя критиковать. И вы станете очень сильны. Вот карта мир показала вас в прошлой жизни. Мощно, да? Теперь я готовлю карты, чтобы второй раз спросить. Помните, я сказала, два варианта будет, первый и второй. Но это может быть просто вы в разное время. Продолжаем смотреть, девочки, потому что весь расклад, конечно, я спрашиваю у высших сил. Итак, кем вы были в прошлых жизнях? Вы опять входите в эту карту, но вы входите энергетически, это как двойника посылаете, это можно делать, это не опасно. Вы сами остаетесь собой, а двойник это копия нас, да, это нормально, это правильно делать. Даже если вы к друзьям идете или к любому человеку, всегда нужно копии свои посылать, а у себя внутри оставлять. Это тоже эзотерический такой урок. Вы в этой карте, вы спрашиваете, кем я была в прошлой жизни. Я сейчас настраиваю колоду, и то же самое будет. Я буду брать карты, пока не выйдет первый старший аркан, и он покажет. Вот смотрите, это очень мощная карта, это королева. Нет, это туз пентаклей. Это туз пентаклей. Я хочу сказать, что у вас будут деньги. У вас будут деньги, у вас будет покой, достаток и ощущение, что те люди, в которых вы вложились, они тоже в вас вкладываются, они не пользуются вами, они вас любят. И с ними будет взаимопонимание. Королева пентаклей, она все равно вышла.
Я не увидела эту карту и сказала королева Пентакли, да, вы сами помните. Но на самом деле она уже знала, что она выйдет. И это вообще чудо, да. Потому что вот она и вышла, королева Пентаклей. А сейчас решаются какие-то денежные вопросы у вас. То ли вы работу новую получаете, то ли у вас зарплату повысит. Но очень у многих проиграется. Конечно, не у всех. Это же общие расклады, да. Кстати, если бы вы заказывали даже за большие деньги, тоже не вся информация была бы для вас. Кое-что надо было отсеивать. Так что не сомневайтесь. На мой взгляд, общие лучше, чем заказанные. Колдовство какое-то было на вас. Какое-то, это может быть самосглаз даже, да, самопорча. Самопорча – это когда мы себя ругаем. Посмотрим в зеркало на себя и недовольны собой. Это самосглаз. Или же сглаз был на вас. Или даже порча родовая. Что-то было. Поэтому, может, вами не везло до сих пор. Вы как в тумане были, как в потемках. Не знаете, куда идете. Потому что вас запутали, вам дали ложную информацию совершенно. И вы хотели бы, конечно, иметь достаток. Вам, как любому человеку, это важно. Особенно сейчас, тем, кто меня смотрит. Конечно, сейчас такой кризис, да. Вам обязательно нужен... И эта карта финансового достатка. Иерофант. Первый старший аркан. И это такой мой план, да. Я так расклад сделала. Это авторская методика. То есть я беру из колоды карты подряд, но я их хорошенечко перемешиваю, пока не выйдет старший аркан, и он говорит, кем вы были в прошлых жизнях, а эти предыдущие все карты объясняют. Ну, иерофант, так что вы были учителем, может быть, духовным лицом. Но духовное лицо это представители знати были всегда. И, кстати, сейчас то же самое. Это конспирация. Я когда-то была в довольно высоких кругах католической церкви, но я органистом работала, если кто не знает, в разных церквях. Одно время в католической, и там все так открылось, боже мой, там это все под секретом. У них до сих пор вот все священники, это из знати. Туда в священники простой человек не попадет. Католические, это должен быть из знати, представитель знати. Вы были знатным человеком, вы были представителем знати, либо же священнослужитель, учитель, философ. Вы были сильный, мощный, очень богатый. Может быть, вы были мужчиной, потому что раньше только мужчины могли занимать все должности, да? Скорее всего, вы были мужчиной. Теперь эти карты объяснят, почему вы так себя ведете сейчас, да? Как вы можете научиться из этой своей прошлой жизни. У вас были деньги, у вас было очень много денег. Вы были богаты, очень богаты, сказочно богаты. И эта прошлая жизнь может вас научить, чтобы вы сейчас стали богаты. У вас новые возможности в финансах появятся. Будет благополучие, достаток. А также вот этот сглаз может быть, потому что священник, он очень много слышит всяких конфессий. И, может быть, это ваша прошлая жизнь, когда вы были священником, вы слышали конфессию преступников, колдунов, всевозможных, да. Но здесь тоже, знаете, что может быть? Другое. Здесь может быть грех вашего предка. Потому что, например, когда сказали, кто-то наговорил, кстати, вот и в Швеции, и в Англии были такие исторические события, когда на женщин в деревнях наговаривали дети. Просто 10-12 лет подростки, мальчики, потому что мальчикам больше доверяли. Их мамы наговаривали, вот ту женщину не люблю, поссорилась с ней, пойди скажи священнику, что она ведьма, ты видел, как она там колдовала ночью. И охота на ведьм называется, да, убивали сотни невинных, молодых и немолодых всяких женщин, невинных совершенно. Интересно, что Папа Римский выводит в ранг святых этих Ауладио Фатима и не признает грехи церкви, когда столько невинных жертв, столько. В общем, может быть, у кого-то проиграется, не у всех, что грех на вас лежит. Грех на вас лежит невинно убиенных. Ну, понимаете, кармический грех, он же убирается так. Вы говорите, вы растождествляетесь с предком, говорите, я беру от тебя все, что хорошее, а все, что плохое, я
прошу Вселенную переработать, это не мой грех, и все. Вы освобождаетесь от кармического греха, ничего не надо отрабатывать. Грех нельзя отработать, его нужно просто попросить Бога о прощении. И у вас опять деньги. Этот предок любил деньги, он умел делать деньги, у него были деньги. И сейчас, когда вы убрали его вот этот грех, да, его какое-то темное прошлое, разблокировался ваш денежный канал. Я так просчитываю на это. Смотрите, какой красивый цвет у этой карты, да? Я обожаю 78 дверей. Я знаю, что они очень четко предсказывают во многих ситуациях. Но вот они очень классно смотрят прошлые жизни, потому что здесь шут идет. Видите, он открывает ключ от прошлых жизней. Он идет слева направо. То есть он идет назад в поколениях и очень классно может смотреть. Вот здесь такой для вас расклад. Я уверена, что если вы им воспользуетесь, это как абсолюция. И может открыть вам дорогу на счастливую, благополучную жизнь. Если только вы этого пожелаете, потому что пожелание только. Извините, что у меня там на заднем плане это барбекю-машина. Ее некуда выкатить. Нет для нее места, поэтому она там так стоит, ее видно. Извините за это. Я вас буду видеть тогда, когда вам захочется побеседовать с лучшим другом. Девочки и мальчики, приходите просто, когда просто вам хочется отдохнуть в моей компании. Не только, чтобы расклады посмотреть, потому что мы ведь с вами дружим. Кстати, если не подписаны, подписывайтесь на канал прямо сейчас. Это не трудно. Один раз нажать, и мы будем дружить полноценно. А также ставьте пальчик вверх или вниз, чтобы оценить мою работу. И до новых встреч!